Что нашли археологи в египетской гробнице, из-за чего пришлось переписывать учебники истории? В феврале 2024 года в долине Царой обнаружили запечатанную камеру, которую не вскрывали 4000 лет. Внутри лежали предметы, которых в Египте быть не должно. Железные инструменты с рунической письменностью и карты звездного неба, показывающие созвездия, неизвестные древним египтянам. Радиоуглеродный анализ показал невозможное. Некоторым артефактам больше 6000 лет, хотя официальная египетская цивилизация началась 5000 лет назад. Это открытие ставит под сомнение все, что мы знали о древнем мире. Самое странное, на стенах камеры изображены люди в одеждах, похожих на скандинавские, рядом с фараонами. Гробница находилась в секторе КВ-63, который считался полностью изученным еще в 90-х годах прошлого века. Французская экспедиция проводила рутинное сканирование грунта георадаром, когда прибор зафиксировал пустоту на глубине 12 метров. Странность заключалась в том, что вход располагался не вертикально, как у всех известных гробниц, а под углом 45 градусов, уходя глубоко в скалу. Когда пробили первые метры породы, рабочие наткнулись на гранитные блоки весом больше 2 тонн каждый. Такой камень в долине Царей не использовали. Его месторождение находится в 800 километрах к югу, в Асуане. Доставить подобные глыбы 4000 лет назад было невероятно сложной задачей. За гранитной пробкой обнаружили медную дверь, покрытую печатями. Зачем понадобилась такая защита для обычной гробницы? Профессор Жан-Люк Моретти, руководитель экспедиции, сразу заметил аномалию. Часть иероглифов на печатях не соответствовала ни одной известной династии. Символы напоминали письменность додинастического периода, но были более сложными и упорядоченными. Между привычными египетскими знаками проступали другие символы. Угловатые, резкие, похожие на руны древних германцев. Дверь вскрывали 3 недели, боясь повредить печати. Когда створка наконец поддалась, из проема вырвался воздух с содержанием кислорода на 2% выше современного уровня. Камера была герметична, ни единой трещины за 4 тысячелетия. Температура внутри держалась на уровне 18 градусов, хотя снаружи термометр показывал 42. Первое, что увидели исследователи, стены, покрытые росписью от пола до потолка. Но это были нетрадиционные сцены загробной жизни фараона. На северной стене изображалась огромная ладья с высоко поднятым носом, явно не египетская. Рядом с ней стояли фигуры в длинных плащах и рогатых шлемах. Их лица были обращены к небу, где художник изобразил созвездия: большую медведицу, Кассиопею, полярную звезду. Египтяне не знали полярную звезду как навигационный ориентир. 4000 лет назад из-за прецессии земной оси на севере находилась совсем другая звезда. Но на росписи четко указывалась именно та точка неба, где полярная расположена сейчас. Словно древний художник знал о движении звезд на 1000 лет вперед. На западной стене красовалась карта. Не символическая, а географическая, с масштабом и координатами. Береговая линия Средиземного моря, Нил, Дельта. Но севернее, там, где должно быть просто море, художник изобразил сушу, острова, которых на современных картах не существует. Профессор Моретти сфотографировал карту и отправил снимок коллегам-океанологам. Ответ пришел через 2 дня. Изображенные острова действительно существовали, но ушли под воду 8000 лет назад, после окончания ледникового периода. В центре камеры стоял саркофаг из черного базальта, но не традиционной формы. Место прямоугольника. Ладья длиной 4 метра, с загнутыми носом и кормой. По бортам шли 2 линии письменности. Снизу египетские иероглифы. Сверху те самые угловатые руны. Крышка весила почти тонну, ее поднимали специальным краном целый день. Внутри лежала мумия, но процесс бальзамирования отличался от египетского. Вместо традиционных льняных бинтов тело обертывали в ткань, пропитанную смолой северных хвойных деревьев. Анализ показал точное совпадение с сосновой живицей из Скандинавии. В Египте такие деревья не растут. Рядом с головой мумии находился золотой диск диаметром 20 сантиметров с выгравированной картой звездного неба. Астрономы из Парижской обсерватории 3 недели изучали расположение созвездий на диске и пришли к шокирующему выводу. Это карта неба над Северной Европой, а не над Египтом. Слева от саркофага стояли 12 глиняных сосудов с печатями. Обычно в таких хранили внутренности умершего, но здесь внутри оказались семена растений. Ботаники определили ячмень, рожь и овес. Культуры, которые в Древнем Египте не выращивали. Это были северные злаки, адаптированные к короткому лету и долгой зиме. Радиоуглеродное датирование семян дало возраст 6200 лет. Официально египетская цивилизация началась только 5000 лет назад, а земледелие в долине Нила 5500 лет назад. Справа лежали инструменты, 23 предмета из металла. Первичный анализ показал бронзу, что было логично для того времени. Но детальное исследование в лаборатории перевернуло все. 17 инструментов оказались железными.
Не метеоритное железо, которое изредка использовали древние, а выплавленное в печи при температуре больше 1500 градусов. Технология получения такого железа появилась в Египте только через 2000 лет после запечатывания этой гробницы. Среди инструментов выделялся топор с длинной рукоятью из ясеня, дерево, которое в Египте никогда не произрастало. Лезвия украшали те же рунические символы. Профессор скандинавистики из Копенгагенского университета Ларс Хансен приехал специально, чтобы изучить надписи. Через неделю работы он дал заключение: руны относятся к протогерманской группе письменности, возраст которой не превышает 2000 лет. Но здесь они лежали в гробнице, запечатанной 4000 лет назад. На полу возле восточной стены археологи нашли деревянный ящик с бронзовыми застежками. Внутри лежали 37 табличек из обожженной глины с текстами. 20 табличек содержали египетские иероглифы, остальные 17 — только руны. Самое невероятное обнаружилось при детальном изучении. На 5 табличках текст шел в 2 столбца. Слева египетский, справа рунический. Одинаковое количество строк, похожая структура фраз. Это был двуязычный текст, своеобразный древний разговорник между двумя народами, которые по всем учебникам истории никогда не должны были встретиться. Южная стена камеры содержала самую загадочную роспись. В верхнем ряду художник изобразил процессию из 30 фигур. 15 в традиционных египетских одеждах, 15 в длинных плащах и меховых накидках. Они шли навстречу друг другу к центральной сцене, где две группы обменивались предметами. Египтяне протягивали золотые слитки и папирусные свитки, северяне передавали металлические слитки и деревянные сундуки. Под процессией шел ряд символов, которые не походили ни на иероглифы, ни на руны. 64 знака, каждый в отдельной рамке, расположенные в строгом порядке. Профессор математики из Каирского университета Ахмед Салех заметил закономерность. Символы повторялись через определенные интервалы, образуя математическую последовательность. Каждый 8-й знак содержал дополнительный элемент – точку или черту. Это была система счисления, основанная на восьмеричной системе, которую в древнем мире не использовали. Справа от процессии находилось изображение странного сооружения. Высокая башня с плоской вершиной, от которой в небо поднимались прямые линии к звездам. Вокруг башни стояли фигуры с поднятыми руками, а над их головами художник нарисовал круги разного размера. Явно планеты. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн – все 5 планет, видимых невооруженным глазом. Но была и 6-я. Маленький круг с кольцом, поразительно напоминающий Уран, который официально открыли только в 1781 году. Левая часть стены показывала сцену строительства. Десятки рабочих тащили огромные каменные блоки по наклонной плоскости к пирамиде. Но художник изобразил не готовую пирамиду, а процесс кладки. Видны леса, блоки на разной высоте, люди с инструментами. Над стройкой возвышалась фигура в белых одеждах с длинной бородой, указывающая рукой на небо. Перед ним на треноге стоял предмет, похожий на современный теодолит, геодезический инструмент для измерения углов. Археолог Моретти пригласил специалиста по древней архитектуре Марию Санчес из Мадридского университета. Она неделю изучала изображение строительства через увеличительное стекло и сделала сенсационное заявление. На рисунке показана технология, которую египтологи только предполагали, но никогда не видели подтверждений. Блоки поднимали не по внешним пандусам, а по внутренним спиральным туннелям внутри самой пирамиды. Эту теорию выдвинули только в 2007 году, а здесь она была изображена 4000 лет назад. В нижнем углу южной стены притаилась маленькая сцена, которую сначала не заметили. 2 ладьи, египетская с прямоугольным парусом и северная с треугольным, плывут рядом по реке. На берегу стоит группа людей, над их головами символ, означающий в египетской письменности понятие «дом» или «поселение». Рядом с символом выгравированы координаты, система меток, указывающих широту и долготу. Картографы проверили координаты и обомлели. Они указывали на точку в дельте Нила, где сейчас находится современный город Розетта. Именно в Розетте в 1799 году нашли знаменитый розеттский камень, который помог расшифровать египетские иероглифы. Случайное совпадение или древние специально оставили подсказку, где искать ключ к их письменности? Компьютерная томография мумии заняла 8 часов. Доктор Елена Ковач, специалист по палеопатологии из Будапешта, изучала трехмерную модель скелета и не верила своим глазам. Рост умершего составлял 189 сантиметров, на 20 сантиметров выше среднего египтянина той эпохи. Структура костей указывала на жизнь в холодном климате. Утолщенные стенки длинных костей, характерные для народов северных широт. Череп преподнес еще больше сюрпризов. Форма черепной коробки долихоцефальная, вытянутая, типичная для европейских народов. У египтян преобладал брахицефальный тип, округлый череп. Надбровные дуги выступали сильнее, скулы располагались шире.
Анализ ДНК из костной ткани дал результат, который заставил генетиков перепроверить данные трижды. Гаплогруппа R1A, характерная для населения Северной и Восточной Европы. В Древнем Египте доминировала гаплогруппа E1B1B. Зубы сохранились в отличном состоянии, все 32 на месте, без кариеса. На малярах обнаружили следы износа, нетипичного для египетской диеты. Египтяне питались хлебом с песком от жерновов, что стирало зубы характерным образом. Здесь износ указывал на рацион с большим количеством мяса и рыбы, меньшим содержанием зерна. Изотопный анализ эмали показал, человек провел детство и юность в регионе с холодным климатом, где в воде содержался другой баланс минералов. На правом плече томография выявила следы зажившего перелома ключицы. Кость срослась под углом, оставив характерную деформацию. Такие травмы получали воины в рукопашном бою при ударе сверху вниз. На левом предплечье отметина от глубокого пореза, который прошел между костями, не повредив их. Профессиональный боевой шрам. Когда сняли внешний слой смоляных бинтов, под ними обнаружили тонкую ткань с вышивкой. Нити содержали шерсть овцы породы, которая в древности водилась только в Скандинавии. Рисунок вышивки – переплетенные линии, образующие сложный геометрический узор, идентичный орнаментам на находках изданий возрастом 4000 лет. На груди мумии лежал амулет из янтаря размером с куриное яйцо. Балтийский янтарь, возраст которого составил 40 миллионов лет. Внутри застыла древняя пчела, прекрасно сохранившаяся. Янтарь обработали и отполировали. Работа ювелира высочайшего класса. По краям шла золотая оправа с руническими символами. Гемолог определил, что камень добыли на побережье современной Литвы или Польши. Там находятся крупнейшие месторождения янтаря такого типа. Под амулетом на коже сохранилась татуировка. Синий пигмент проник глубоко в дерму и пережил тысячелетия. Рисунок изображал ладью с высоким носом, над которой располагались 3 символа: круг, полумесяц и звезда. Такие же символы присутствовали на табличках с руническими текстами. Татуировки были распространены у северных народов, но крайне редки у египтян. Пальцы правой руки сжимали небольшой цилиндр из слоновой кости. Когда его аккуратно извлекли, внутри оказался свиток из тончайшей кожи. Текст написали чернилами на основе железа. Химический анализ показал состав, идентичный чернилам из средневековых скандинавских манускриптов. 20 строк рунических символов и 5 строк египетских иероглифов. Перевод занял 3 месяца, но результат того стоил. Это было завещание. В северо-восточном углу камеры стояли 4 деревянных сундука, обитых бронзовыми полосами. Первый сундук содержал украшения: 23 золотых браслета, 15 ожерелий, 8 диадем. Но стиль изделий не походил на египетский. Вместо традиционных скоробеев и ангхов — изображения волков, воронов, драконов. Техника изготовления указывала на совершенно иной подход. Северные мастера использовали скань и зернь, сложнейшие методы ювелирной обработки, которые в Египте применяли редко. Одна диадема особенно выделялась размером и сложностью работы. Золотой обруч шириной 4 см украшали 48 гранатов из Индии и 32 сапфира из Шри-Ланки. В центре возвышался символ — переплетенные треугольники, образующие звезду. Такой же знак археологи находили на камнях в Стоунхендже и других мегалитических сооружениях Европы. Внутренняя сторона обруча содержала надпись рунами, имя владельца и титул, который переводился как «повелитель 2 земель, соединяющий север и юг». Второй сундук был заполнен оружием. 12 мечей различной длины, от коротких в 50 сантиметров до длинных в 1,20 м. Египтяне той эпохи не использовали мечи. Их основным оружием были булавы, топоры и копья. Мечи появились в Египте значительно позже, с приходом гиксосов. Но эти клинки датировались временем задолго до гиксосского вторжения. Металлургический анализ клинков шокировал специалистов. Сталь содержала легирующие добавки — никель и хром в пропорциях, которые делали металл устойчивым к коррозии. Современная нержавеющая сталь. Технология ее производства была запатентована только в 1913 году. Лаборатория трижды перепроверяла результаты. Ошибки не было. 4000 лет назад кто-то в совершенстве владел металлургией, до которой человечество официально дошло только в 20 веке. Рукояти мечей изготовили из моржового клыка и китового уса, материалов, которые можно добыть только в арктических водах. Навершие украшали изображения северных животных: белых медведей, тюленей, северных оленей. На одном клинке выгравировали сцену охоты на кита с гарпунами, занятие, абсолютно чуждое древним египтянам. Третий сундук содержал карты. 57 листов папируса и 23 деревянные таблички с выжженными изображениями. Карты показывали береговые линии, реки, горные цепи. Картограф из Лондонского географического общества Джеймс Уилсон потратил 2 месяца на идентификацию изображенных территорий. Результаты превзошли все ожидания. 12 карт показывали побережье Северной Европы, Скандинавию, Данию, север современной Германии.
Детализация поражала. Обозначены устья рек, заливы, острова. Но береговая линия отличалась от современной. Уровень моря был ниже на 60 метров. Такая картина соответствовала географии 8000 лет назад, когда ледники еще не растаяли полностью. 8 карт изображали Средиземноморье, но с существенными отличиями. Между Сицилией и Африкой художник нарисовал сухопутный мост, полоску земли шириной в несколько километров. Геологи подтвердили, такой перешеек действительно существовал, но ушел под воду 12 тысяч лет назад. Самая загадочная карта показывала Антарктиду. Континент был изображен без ледяного покрова, с реками, горами и береговой линией. Современная наука узнала, как выглядит Антарктида подо льдом только в 50-х годах 20 века благодаря сейсмической разведке. Четвертый сундук оказался самым тяжелым. Внутри лежали металлические предметы непонятного назначения. 20 цилиндров из меди длиной 30 см и диаметром 5 см, запечатанных с обеих сторон. Рентген показал внутри каждого цилиндра две пластины из разных металлов, разделенные слоем глины, пропитанной кислотой. Физик из Массачусетского технологического института Роберт Чен узнал конструкцию. Это была гальваническая батарея, способная производить электрический ток. Подобные устройства находили в Ираке в 30-х годах 20 века и называли багдадскими батареями. Их возраст составлял 2000 лет, но эти цилиндры были вдвое старше и технологически совершеннее. Когда один цилиндр вскрыли в лабораторных условиях, вольтметр зафиксировал остаточное напряжение в 0,3 вольта. После 4000 лет хранения батарея все еще держала заряд. Рядом с цилиндрами лежал предмет, который сначала приняли за украшение. Диск из горного хрусталя диаметром 12 см, идеально отполированный. Толщина диска составляла всего 2 мм. Края были обработаны с точностью до десятых доли миллиметра. Оптик определил, но это линза с фокусным расстоянием 8 см. Качество шлифовки соответствовало современным оптическим стандартам. Под линзой обнаружили бронзовую трубку длиной 40 см с резьбой на концах. Внутри сохранились остатки крепления для двух линз. Древний телескоп. Астроном Карл Циммерман из Берлинской обсерватории собрал конструкцию, используя найденную линзу и подобрав вторую с аналогичными характеристиками. Устройство давало трехкратное увеличение и позволяло различать кратеры на Луне и спутники Юпитера. В углу сундука притаились 3 металлических диска размером с ладонь, покрытые концентрическими кругами и рисками. Механик из Цюрихского политехнического института Ханс Мюллер изучал диски неделю, прежде чем понял их назначение. Это были шкалы астрономического вычислительного устройства, подобного антикитерскому механизму, найденному в Греции. Но греческий механизм датировался 1 веком до нашей эры, а эти детали были на 3000 лет старше. На дне сундука лежала каменная табличка с выгравированными математическими формулами. Символы обозначали числа, операции сложения, вычитания, умножения. Но самое поразительное – формула для вычисления числа π с точностью до 5 знаков после запятой. Древние египтяне использовали приблизительное значение 3,16. Здесь же было указано 3,14159 стотысячных. Точность, достигнутая европейскими математиками только в 15 веке. Вторая табличка содержала астрономические расчеты, периоды обращения планет вокруг Солнца. Меркурий 88 дней, Венера 225 дней, Марс 687 дней. Цифры совпадали с современными данными с погрешностью меньше 1%. Древние астрономы считали, что планеты движутся вокруг Земли. Эта табличка утверждала обратное – гелиоцентрическую систему, которую Коперник предложил только в 1543 году. Третья табличка показывала чертеж механизма – система зубчатых колес, рычагов и противовесов. Инженер-механик потратил месяц на создание трехмерной модели по чертежу. Получился прибор для измерения времени, водяные часы с автоматической компенсацией испарения воды. Точность хода составляла 5 минут в сутки, результат которого европейские часовщики достигли только в 17 веке. Египетское министерство древности закрыло доступ к гробнице через 3 месяца после открытия. Официальная причина – необходимость консервации для сохранности артефактов. Профессор Моретти получил приказ прекратить раскопки и покинуть территорию. Все находки конфисковали и поместили в закрытое хранилище Каирского музея, куда допускали только избранных специалистов с личного разрешения министра. Доктор Ахмед Аль-Масри, главный египтолог министерства, выступил с официальным заявлением. Гробница принадлежит неизвестному вельможе периода Древнего Царства, артефакты являются результатом торговых контактов с северными народами, а датировка требует уточнения. Никаких революционных открытий, никаких противоречий с официальной исторической наукой. Но результаты анализов утечь в прессу. Газета «Таймс» опубликовала статью с фотографиями рунических табличек и заголовком «Викинги в Древнем Египте. Сенсация или фальсификация». Научное сообщество раскололось на 2 лагеря.
Сторонники традиционной истории утверждали, находки подделка, радиоуглеродный анализ ошибочен, руны нанесли значительно позже запечатывания гробницы. Профессор Оксфордского университета Маргарет Смит написала разгромную статью, где доказывала невозможность контактов между Египтом и Скандинавией 4000 лет назад. Расстояние в 5000 километров, отсутствие мореходных технологий у северных народов того времени, полное отсутствие упоминаний в египетских текстах о светловолосых людях с севера. Но независимые исследователи предоставили контраргументы. В 1970 году норвежский путешественник Тур Хейердал на папирусной ладье Ра-2 пересек Атлантический океан, доказав мореходность древних судов. В 2012-м археологи нашли в Дании остатки морского судна возрастом 5000 лет, способного ходить в открытом море. Технологии существовали. Генетик Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии в Лейпциге получил образцы ДНК мумии для независимого анализа. Результаты подтвердили гаплогруппа эрразина, типичная для северных европейцев. Но дополнительный анализ показал примесь североафриканских генов в количестве 23%. Умерший был метисом, его мать или бабушка были египтянкой. Радиоуглеродный анализ провели в 4 независимых лабораториях – в Оксфорде, Цюрихе, Аризоне и Токио. Все 4 дали близкие результаты. Возраст органических материалов из гробницы составлял от 3900 до 4200 лет. Погрешность укладывалась в стандартные рамки метода, подделка исключалась. Лингвист из Копенгагенского университета Эрик Хольм расшифровал двуязычные таблички. Египетский текст описывал торговый договор между владыкой обеих земель Хуфу, так египтяне называли фараона Хеопса, и конунгом Северных морей Ингваром. Срок действия договора 20 лет. Египет поставлял зерно, золото, папирус. Север – железо, янтарь, меха, древесину. Рунический текст содержал дополнительные детали. Ингвар прибыл в Египет на 20 ладьях с 400 воинами и ремесленниками. Путь занял 2 года. Вдоль побережья Европы, через Гибралтар, далее вдоль Африки до дельты Нила. В обратный путь отправились только 12 кораблей. Остальные северяне остались в Египте, взяв в жены местных женщин и основав поселение в дельте. Археологи начали поиски этого поселения. Георадар зафиксировал аномалию в 8 километрах от Розетты. Под слоем ила скрывались остатки построек нетипичной для Египта конструкции. Длинные прямоугольные дома с очагами посередине, а не традиционные египетские жилища с плоскими крышами и внутренними двориками. Раскопки начались, но через неделю их остановили по распоряжению властей. Профессор Моретти исчез в ноябре 2024 года. Последний раз его видели в каирском отеле, куда он вернулся после встречи с анонимным информатором. Номер нашли пустым, личные вещи на месте, паспорт в сейфе. Полиция завела дело, но через 2 недели объявила: профессор выехал из страны по поддельным документам, розыск прекращен. Через месяц на анонимный электронный адрес археологического журнала пришло письмо с вложением, сканы 23 страниц рукописного текста на французском языке. Почерк экспертиза подтвердила как принадлежащий Моретти. Текст описывал то, что профессор обнаружил в последние дни перед закрытием гробницы, но не успел обнародовать. В дальней стене камеры нашли скрытую дверь за фальшивой панелью. За ней располагался узкий коридор длиной 15 метров, ведущий в небольшое помещение 3 на 4 метра. Стены покрывали металлические пластины из сплава золота и меди, отполированные до зеркального блеска. На пластинах выгравировали текст, 72 строки египетских иероглифов и столько же рун. Текст представлял собой хронику контактов между 2 цивилизациями, охватывающую период в 300 лет. Первая встреча произошла в правлении фараона Джосера за 200 лет до Хеопса. Северные мореплаватели достигли дельты Нила после 3-летнего путешествия, потеряв половину флота в штормах. Фараон принял их как посланцев богов из-за невиданной белой кожи и светлых волос. Северяне привезли технологии обработки железа, которых египтяне не знали. Взамен получили знания математики и астрономии, которыми славились египетские жрецы. Началось слияние культур. Северные кузнецы обучали египтян металлургии, египетские архитекторы делились секретами строительства. Результатом стал технологический скачок обеих цивилизаций. Самое шокирующее утверждение текста – пирамиды строили совместными усилиями. Египтяне предоставляли рабочую силу и организацию, северяне – инженерные решения и металлические инструменты. Точные измерения при закладке фундамента проводили с помощью оптических приборов, которые северяне изготовили из горного хрусталя. Огромные каменные блоки поднимали механизмами с противовесами, технология, которую официальная наука приписывает только Средневековью. Текст описывал устройство, использованное при строительстве. Деревянную конструкцию высотой 20 метров с системой блоков и канатов. Один человек мог поднять груз в 10 раз тяжелее собственного веса.
Чертеж механизма выгравировали на отдельной пластине с точностью до сантиметра. Современные инженеры воссоздали модель по чертежу, да, устройство работало именно так, как описано. Но самым невероятным было утверждение о происхождении знаний северян. Текст гласил: «Они получили их от народа, пришедшего с юга через Великий океан, чья земля исчезла в волнах». Описание указывало на высокоразвитую цивилизацию, погибшую в результате катастрофы примерно 10 тысяч лет назад. Выжившие расселились по миру, передавая остатки знаний разным народам. Пластины содержали координаты еще 7 тайников с артефактами, спрятанных в разных частях Египта. Моретти успел проверить первый, в 50 километрах от Луксора под развалинами древнего храма. Герадар показал металлическую камеру на глубине 20 метров. Именно тогда власти закрыли раскопки и конфисковали оборудование. Последний абзац рукописи Моретти предупреждал: влиятельные силы заинтересованы в сокрытии правды. Переписывание истории человечества угрожает устоявшимся научным теориям, религиозным доктринам, политическим интересам. Слишком многое поставлено на карту. Профессор писал: если это письмо опубликовано, значит его уже нет в живых или он в бегах. Гробница в секторе Кави-63 остается закрытой по сей день. Официальная версия. Проводятся работы по консервации. Доступ ограничен из соображений безопасности артефактов. Неофициальные источники в Министерстве древностей сообщают: камеру замуровали бетонными блоками толщиной 2 метра, вход засыпали щебнем, территорию оградили и поставили круглосуточную охрану. Большинство артефактов исчезло из каталогов музея. Металлические пластины с текстами, рунические таблички, железные инструменты, карты – все переместили в неизвестное место. Остались только несколько золотых украшений, которые выставили в общей экспозиции с табличкой «Украшения вельможи периода Древнего Царства, происхождение уточняется». Доктор Елена Ковач опубликовала результаты анализа ДНК мумии в научном журнале. Статью отозвали через 3 дня под давлением редакционного совета. Официальная причина – методологические ошибки в исследовании. Ковач уволили из университета, лишили научной степени. Она переехала в Канаду, где продолжает работу независимым исследователем. Группа энтузиастов попыталась проверить координаты тайников, указанные в рукописи Моретти. Первую экспедицию остановила полиция в 50 километрах от Луксора. Участников депортировали из страны с запретом на въезд. Вторая группа действовала скрытно, используя портативный георадар. Они подтвердили наличие металлических объектов на указанных глубинах, но раскопки провести не смогли. В марте 2025 года профессор Моретти объявился в Рейкьявике. Дал интервью исландскому телевидению, где подробно рассказал о находках и давлении со стороны властей. Показал фотографии артефактов, которые успел сделать до конфискации оборудования. Через неделю его нашли мертвым в номере отеля. Заключение полиции – сердечный приступ. Вскрытие не проводилось. Тело кремировали по требованию родственников, которые так и не появились на похоронах. Что же действительно скрывала гробница? История человечества оказалась сложнее школьных учебников. 4000 лет назад, когда официальная наука помещает человечество в бронзовый век с примитивными технологиями, существовали развитые контакты между цивилизациями, разделенными тысячами километров. Северные мореплаватели достигали Египта, привозя железо и янтарь, увозя золото и знания. Но главная тайна глубже. Обе цивилизации, и египетская, и северная, получили импульс развития от третьей, более древней культуры, которая исчезла в результате глобальной катастрофы. Остатки ее знаний рассеялись по миру, дав толчок развитию разных народов. Если вы думаете, что история полна загадок, то я вас поздравляю. Вы абсолютно правы. Загляните на наш сайт whiteori.com, там вас ждут еще больше интересных историй и тайн, которые смело могут поспорить с учебниками. Ссылка в описании. Не упустите шанс разгадать все загадки вместе с нами. Пирамиды, мегалиты Европы, древние обсерватории, звенья одной цепи, наследие забытой цивилизации. Находка в долине царей доказывает, история циклична. Цивилизации возникают, достигают технологического пика, гибнут, оставляя крупицы знаний следующим поколениям. Мы не первые, кто построил сложное общество. И вряд ли будем последними. Египетские власти замели следы. Ученые хранят молчание, артефакты спрятаны в секретных хранилищах. Но истина всегда находит путь наружу. Где-то под песками Египта до сих пор лежат 6 нераскрытых тайников с доказательствами. Ждут своего часа, когда человечество будет готово узнать правду о собственном прошлом. Правду о том, что наша цивилизация лишь очередная попытка в бесконечной череде взлетов и падений разумной жизни на этой планете.